Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусный салат на праздничный стол. Будь это Рождество или же Новый год, он всегда выглядит красиво и очень-очень вкусно. Ну и для начала нам понадобится одна небольшая розовая луковица. Еще у нас этот лук называют салатным. И полностью всю луковицу нарезаем на четверть кольца. Старайтесь сделать так, чтобы эти полоски были как можно тоньше. Нарезанный лук отправляем в глубокую тарелку и будем его мариновать. В тарелку к луку добавляем 2 столовые ложки сахара и 2 столовые ложки обыкновенного 9% уксуса. Затем весь лук, что есть в тарелке, нужно немножко перемешать. И только затем залить полностью весь лук крутым кипятком, так, чтобы вода покрывала полностью все, что есть в тарелке. Еще раз хорошо все перемешиваем и отставляем лук в сторонку до полного остывания. Кто-то скажет, что кипятком заливать не нужно. Я же вам скажу, что кипяток уберет полностью всю горечь из лука. Следующее, что нам понадобится, это одна морковка средних размеров и одна небольшая луковица. Лук, какой вы выберете, зависит только от вашего желания. Можно, как у меня в ролике, белый, а можно использовать точно так же розовый. Сам лук нарезаем на кубики, а морковку нужно будет натереть на мелкой терке. И лук, и морковку любым удобным для вас способом нужно будет обжарить на сковородке. Ну и конечно же, после того, как вы все обжарите, их нужно будет полностью остудить. Ну а сейчас мы приступаем к сборке нашего салата. Смотрите, сегодня салат будем собирать через салатное кольцо, диаметр 18 сантиметров. На первый слой мы будем натирать на крупной терке заранее отваренные 2 картошки. И чтобы сам слой из картошки был не сухим, его нужно будет натереть вначале одну картошку, посолить, поперчить, сделать небольшую сетку из майонеза. И только затем натереть вторую картошку. Эту картошку тоже нужно будет посолить и поперчить и накрыть сеткой из майонеза. На второй слой мы будем использовать рыбные консервы. У меня сегодня сардина. Также сардину можно заменить тунцом, а вот со шпротами мне не понравилось. Полностью всю рыбу нужно достать в отдельную тарелку, жидкость использовать не нужно. В тарелку к рыбе добавляем небольшое количество майонеза и очень хорошо все нужно перемешать. Рыбу в это время нужно будет очень хорошо размять. И только затем полностью всю рыбу отправляем на следующий слой салата. Рыбу распределяем равномерным слоем, и этот слой нужно будет немножко утрамбовать. На следующий слой мы будем отправлять замаринованный лук. Из лука предварительно нужно будет убрать полностью всю жидкость. И после того, как вы лук хорошо выровняли, наверх на лук делаем сетку из майонеза. На следующий слой нам понадобится 3-4 вот таких вот маринованных огурца. Их мы натираем в отдельную тарелку на крупной терке. А затем из этих огурцов вот так вот аккуратно, немножко прижимая, удаляем лишнюю жидкость. И только затем огурцы отправляем на следующий слой салата. После выравнивания сетку из майонеза на огурцы делать не нужно, а наверх на огурцы мы отправляем уже остывшую обжаренную морковку с луком. Тоже стараемся сделать равномерный слой. Наверх на морковку делаем сетку из майонеза. Солить и перчить слой из морковки не нужно, так как мы добавляли соль и перец во время обжарки. На следующий слой нам понадобится 3 отваренных вкрутую куриных яйца. Из одного яйца достаем желток, отставляем его в сторонку, а все остальное натираем на крупной терке на следующий слой. После того, как вы яйца выровняли, этот слой нужно будет посолить и поперчить. И слой из яиц нужно будет тоже накрыть сеткой из майонеза. И на последний слой мы будем натирать 2 плавленых сырка на крупной терке. Сырки я не подмораживаю, я просто беру терку и натираю ее с 2 сторон подсолнечным маслом. И сырки никогда вам не пристанут к терке и очень легко и хорошо натрутся. Когда будете выравнивать сырки, старайтесь сделать так, чтобы этот слой был как можно воздушнее. Для украшения верхушки салата мы будем использовать натертый желток на мелкой терке, и вот так вот в хаотичном порядке его немножко можно будет распределить. Не нужно желтком заполнять полностью всю верхушку, просто вот так вот по чуть-чуть. Ну и чтобы верхушка выглядела более красиво, мы еще добавим немножко нарезанного зеленого лука, тоже очень-очень немного. Салату нужно будет дать постоять хотя бы 2 часа, затем убираем аккуратно салатное кольцо, и вот такой вот очень красивый, праздничный, нарядный салат у нас получается. Такой салат получается не только красивым, но и очень-очень вкусным. На любом вашем праздничном столе он займет достойное место. Если вам понравился такой салат, обязательно поставьте лайк, поделитесь роликом с друзьями, пишите в комментариях, какие вы салаты будете готовить на Новый год. Также не забудьте посмотреть еще один ролик с очень вкусным салатом на праздники. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока!